Львы нападают. Самые шокирующие бои львов с другими животными на Земле. Лев заслуженно считается царем всех животных, и ему часто приходится подтверждать свою величественную роль. Даже в тех случаях, когда львы оказываются в меньшинстве, они вступают в бой с полной уверенностью. Сегодня я сделал для вас подборку самых ужасающих боев львов с другими животными. Поехали! Львица против стаи собак. Львы образуют прайды, в составе которых может быть до 40 особей. Каждый член прайда выполняет свою роль. Самцы охраняют территорию, а самки занимаются охотой, воспитанием и защитой потомства. На видео показано, насколько далеко готова зайти львица ради своего львенка. Она решительно сражается в одиночку с целой стаей диких африканских собак. В центре находится львенок, а львица, охраняя его, сдерживает атаки одну за другой. Она проявила неимоверную храбрость и дождалась, когда на помощь пришел лев и прогнал собак. Лев против антилоп. Лев в этом видео стал причиной пробки на одной из дорог в Африке, решив устроить охоту на антилопу Куду. Он двигался по центру дороги, скрываясь за машинами, и внимательно наблюдал за возможной добычей. Царь зверей заметил антилопу и начал следить за ней, выжидая подходящий момент для атаки. И вот внезапно лев выскочил из-за машины и стремительно набросился на свою жертву, застигнув ее врасплох. Лев спас бородавочника. В национальном парке Крюгера туристы стали свидетелями весьма необычного события. Автор видео снимал льва, за которым следовали две львицы. Сначала они уверенно двигались по своей территории, но внезапно затаились и стремительно бросились в сторону. Их внимание привлек бородавочник, и львицы начали охоту. Они успели поймать его, но тут подоспел лев, который прогнал самок от добычи. Бородавочник, воспользовавшись моментом, убежал, еле сдерживая радостное повиливание хвостом. Львица против бабуинов. Милые котята привлекают внимание не только людей. В дикой природе обезьяны часто похищают львят. Считается, что таким образом бабуины мстят львам за своих сородичей и пытаются уменьшить число потенциальных хищников, пока они еще малы. Приматы понимают, что из этих детенышей вырастут опасные животные, и поэтому проявляют к ним жестокость. Обычно они затаскивают свою добычу на дерево и сбрасывают ее вниз. Обезьяны часто используют как случайные моменты, так и организуют настоящие нападения. Один такой случай попал на видео. Крупный бабуин украл львенка и утащил его на дерево. Быстрая и внимательная львица сразу заметила пропажу и поспешила к дереву, чтобы спасти малыша. Не задумываясь о риске, она взобралась на его вершину и сбросила на землю обезьяну-воришку. Внизу ее уже поджидали другие львы, но самка решила сама разобраться с врагом. Хотя в борьбу вмешались и другие обезьяны, вор был наказан. Схватка буйвола и льва. Посетители парка Крюгера в ЮАР стали свидетелями захватывающей схватки между буйволом и несколькими львами, кадры которые были опубликованы на YouTube. Туристы ехали на джипах, когда рядом с ними львы решили напасть на буйвола. Рогатое животное отчаянно пыталось убежать, но Прайд не отпускал свою добычу, пытаясь завалить ее буквально в нескольких футах от людей. Неудивительно, что туристы пришли в ужас, а в какой-то момент буйвол даже протаранил один из джипов. В конце концов, львы отступили, а посетители парка долго не могли прийти в себя от пережитого шока. В другом видео львы вновь пытаются растерзать крупного африканского буйвола, но действие происходит в Танзании, в районе кратера Нгоронгоро. Эта местность известна среди натуралистов и любителей сафари своей высокой концентрацией хищников, являясь одним из самых опасных мест в Африке. Сцену драматичного сражения удалось снять одному из кинорежиссеров, путешествующих по Африке. В какой-то момент травоядному удалось вырваться из смертельных лап хищников и скрыться в кустах, оставив развязку этой истории за кадром. Львы растерзали огромного крокодила. Сафари-гид из Замбии стал свидетелем уникальной сцены, сняв на видео, как прайд львов нападает на крокодила. Это необычное событие было запечатлено в одном из самых старых и крупнейших национальных парков Африки – Кафуэ National Park, который находится на равнинах Бусанги. На кадрах видно, как дюжина львов окружает огромного крокодила и атакует его. Одна из львиц обездвижила рептилию, схватив ее зубами, а затем попыталась вытащить ее из канавы. Однако крокодил извернулся и попытался укусить львицу в ответ. На помощь пришли другие львы, прижимая крокодила лапами к земле. В конце концов, львы смогли немного переместить свою добычу, перевернув ее на спину, что значительно упростило прокусывание толстого и жесткого панциря. После этого Прайд растерзал крокодила и приступил к еде. Львы часто охотятся группами, поскольку численное преимущество значительно увеличивает их шансы на успех. Львиный прайд намного более опасен, чем одиночный хищник, особенно когда речь идет о крупной добыче или таких опасных врагах, как крокодилы. Медведь против льва.
Кто выйдет победителем в битве между львом и медведем? Некоторые могут склониться к победе медведя, ссылаясь на его огромную силу и агрессивность. Другие могут выбрать льва, отмечая его сообразительность, скрытность и жестокость в бою. Однако, поскольку эти два вида обитают в совершенно разных экосистемах и эволюционировали в разных частях мира, вероятность их столкновения в дикой природе крайне мала. Тем не менее, в условиях национальных парков, заповедников или зоопарков может случиться все, что угодно. Например, этот медведь каким-то образом оказался в вольере льва. Чем закончилась их встреча, вы сможете узнать, посмотрев эти жесткие кадры. Львы против львиц. Как и у большинства животных, у львов есть своя территория, которая является их домом. В случае с этими хищниками это обширная саванна. Они всегда защищают свои владения и при встрече с конкурентами сразу стараются прогнать их. На кадрах этого видео, снятого в парке Крюгера в ЮАР, запечатлен как раз такой случай. Львиный гарем, состоящий из 5 львиц и 7 детенышей, только что пообедал свежей добычей и теперь отдыхает у реки. К ним незаметно приближаются два самца. Подойдя, они сразу атакуют, пытаясь прогнать самок и отобрать их добычу. В воздухе поднялись клубы пыли и завязалась драка. Часть львиц поспешила увести детенышей, а другая часть встала на защиту территории. Однако силы оказались неравными. Самцы были голодны и сильны, и в конце концов самки вынуждены были уступить и уйти. Смертельный бой слоненка и 3 львов. В Зимбабве, в национальном парке Литл Макололо, туристы сняли на видео захватывающую схватку между 3 львами и слоненком. Ролик был опубликован на YouTube. Один из туристов рассказал, что слон, заметив льва, громко протрубил, но хищника это не испугало. Он прыгнул на жертву и сбил ее с ног. Слоненок отчаянно пытался перевернуться, но у него не получалось. Вскоре к первому льву присоединились еще 2. Одна из туристок поделилась, что было тяжело наблюдать за тем, как молодые львы пытаются убить бедного слоненка, который сражался за свою жизнь почти 3 часа. Взрослый слон пытался помочь, отгоняя хищников, но как только он ушел, львы вернулись к своей добыче. Очевидцы отметили, что в итоге Прайд одержал победу. 3 льва устроили схватку за территорию. Джонатан Сайалел, сотрудник природного заповедника Масаи Мара в Кении, стал свидетелем захватывающей битвы за доминирование между 2 молодыми львами, Мариади и Кака, которые бросили вызов взрослому самцу по имени Олол Парпит. Молодые львы объединились, чтобы вытеснить старшего соперника. Однако в результате жестокой схватки Олол Парпит, получивший серьезные травмы, сумел сохранить свой статус лидера, защитив таким образом жизнь своих детенышей от агрессивных соперников. 2 молодых самца, Мариади и Кака, вступили в бой против старшего и более опытного льва по имени Олол Парпит, чье имя на языке племени Масаи означает «тот, у кого длинные черные волосы». Если бы он проиграл, Мариади и Кака, скорее всего, убили бы молодняк, чтобы оставить потомство со своими самками в прайде. Олол Парпит выдержал нападение обоих соперников, но сейчас находится в тяжелом состоянии. Прокомментировал Джонатан Сайалел этот напряженный эпизод. Стая гиен против льва. В ЮАР стая гиен спасла своего сородича из лап льва, который напал на нее. Момент схватки был заснят на видео. Как рассказал очевидец Мэдди Лоу, инцидент произошел во время сафари, которое он посетил вместе с друзьями. Стая гиен доедала останки другого животного, когда внезапно появился лев. По словам мужчины, хищник словно возник из ниоткуда. Почувствовав опасность, гиены рассыпались в стороны, но одна из них не успела убежать и стала добычей льва. Лоу отметил, что лев почти успел сделать из гиены обед, но на помощь ей пришли другие гиены. Они напали на льва, отбив своего сородича, и хищнику пришлось остаться голодным. После того, как Мэдди опубликовал видео в соцсетях, комментаторы высоко оценили сплоченность и отвагу гиен. Гиен часто недооценивают, они не заслуживают того негатива, который всегда направлен в их сторону. Приятно видеть, как они заботятся друг о друге, отметил один из зрителей. Ожесточенная драка тигра и льва. В цирке на проспекте Вернадского в Москве вспыхнула жестокая схватка между 2 хищниками. Тигр неожиданно атаковал нового обитателя цирка, льва, стремясь утвердить свое превосходство. Однако лев не потерял самообладание и немедленно ответил агрессией. Завязавшуюся борьбу животных удалось зафиксировать камерам цирка. Чтобы остановить драку, сотрудникам цирка пришлось прибегнуть к радикальным мерам. Они начали бросать в зверей тумбы и даже произвели выстрелы в воздух. Аскольд Запашный подчеркнул, что впервые использовал светозвуковое оружие, но данная мера была вынужденной. Дрессировщик добавил, что возникли непредвиденные трудности. Во время стрельбы оружие зацепилось за пояс, из-за чего он выпустил его, и пистолет упал на арену. Потеря концентрации в таком опасном положении могла стоить дорого. К счастью, инцидент завершился без пострадавших. Лев набросился на леопарда и попал на видео. В национальном парке Крюгера в ЮАР 18-летняя студентка Кайла Дютуа стала свидетелем редкой сцены. Лев напал на леопарда прямо посреди дороги. Кайла заметила пятнистого хищника и начала снимать его на видео, как
Вскоре в кадре появился лев, который подкрался к леопарду и внезапно набросился на него. Леопард, пытаясь отбиться, ударил льва когтями, но хищник отпрыгнул, и в этот момент леопард быстро ретировался в кусты. Лев не стал преследовать свою жертву. Он прошел еще около 165 футов и исчез в зарослях на противоположной стороне дороги. Видео, снятое Дютуа, было опубликовано на канале Национального парка на YouTube. Это было поразительно видеть, как взаимодействуют эти два удивительных животных. Это лучшее чувство на свете, написала Кайла. Эта встреча могла закончиться гораздо более драматично. Лев и леопард — природные враги, и их схватки нередко заканчиваются смертью одного из них. Гибель леопардов от когтей львов — один из самых частых итогов схватки. Прайд жестко разогнал стаю гиен. Эта запись сделана в Африканском национальном парке Масаи-Мара, Кения. Львиная стая атаковала гиен. Кошки быстро взяли верх над соперником и даже успели убить одного детеныша. Таким образом, они продемонстрировали, кто контролирует эту территорию. Позднее туда пришло еще больше гиен. Встреча с одинокой львицей привела к новой стычке. Примерно 10 гиен одновременно набросились на нее, охватив ее с разных сторон. Услышав крики о помощи, другие львицы незамедлительно бросились на выручку и заставили гиен отступить. Сначала на безопасное расстояние, а затем совсем покинуть место схватки. Смертельная схватка между львами и бегемотом. Реальную схватку между львами и бегемотом удалось запечатлеть фотографу Эндрю Шуманну, который находился в заповеднике Саби-Сенс в Южной Африке. Проснувшись однажды утром, я услышал тревожные крики и даже не подозревал, что это может быть крик гиппопотама, делится Эндрю. Отправившись на звук, он вскоре нашел молодого бегемота возрастом 3-5 лет, окруженного парой голодных львов. Каждое его движение в попытке уйти заканчивалось преследованием хищников, вынуждая его возвращаться к спасительной воде. Судя по состоянию спины бегемота, он подвергался нападению львов уже долгое время. Пара хищников загнала свою добычу в реку и стала ожидать удобного момента, укрывшись в ближайших камнях. Постепенно бегемот начал выходить на сушу, будто не замечая притаившихся львов. Оказавшись на берегу, бегемот столкнулся с врагом лицом к лицу. Один из хищников тут же прыгнул на спину бегемоту, а другой начал кружить вокруг, дожидаясь своего часа. Поняв, что настало их время, львы перешли в наступление. Гиппопотам попытался вернуться в воду, но был слишком уставшим и раненым, чтобы успеть скрыться. 3 льва оказались сильнее истощенного и травмированного бегемота и сумели одержать верх. Итог сражения оказался трагическим. Бегемот уступил своим противникам. Битва закончилась победой хищников. Ужасающие кадры нападения льва на владельца сафари-парка. Майк Ходж, хозяин сафари-парка в Тхабазимбе, ЮАР, самостоятельно вырастил и воспитал льва по кличке Шамба. Во время очередного тура с туристами 72-летний британец вошел в вольер хищника, когда тот гулял в стороне. Через мгновение разъярившийся лев набросился на мужчину и потянул его в кустарнике. Это стандартная практика для Майка. Рейнджер вызывает Шамбу и отводит его подальше от машины, а Майк открывает ворота вольера, когда лев находится на достаточном расстоянии от него, объясняет сотрудник сафари-парка. Он пытался выяснить причину странного запаха, который беспокоил животное несколько дней подряд. Шамба долго обнюхивал землю, где лежало что-то, что привлекало его внимание. Шамба никогда раньше не поворачивался спиной, но на этот раз он кинулся к Майку, и тот попытался выбраться из ворот и сесть в машину, но Шамба оказался быстрее, рассказал рейнджер. Шамба вцепился мужчине в шею и потащил его в кусты. Туристы пытались криками отогнать льва, но безрезультатно. Рейнджеру пришлось стрелять в хищника, но тот не реагировал на выстрелы, поэтому ему пришлось застрелить его. После инцидента Майк Ходж проходил реабилитацию в больнице Йоханнесбурга. Мужчина тяжело переносил потерю любимого питомца, несмотря на то, что у пострадавшего была сломана челюсть и имелось несколько глубоких ран. Как рассказывали друзья Майка, он не был человеком, склонным показывать шоу перед туристами. Он искренне полагал, что находится на безопасной дистанции от льва. Майк и Кристи Ходж основали сафари-парк в Тхабазимбе в 2003 году. Парк стал популярным местом отдыха, и в 2010-м семья открыла заповедник, где живут более десятка крупных кошачьих, включая белых львов, гепардов и 2 бенгальских тигров. Крокодил атакует плывущих львов. В Ботсване на реке Линьянти 2 льва переплывали водоем, когда на одного из них, молодого льва, напал крокодил. Ситуация стала напряженной, когда крокодил схватил льва за лапу, и, казалось бы, животное оказалось в смертельной ловушке. Однако старший лев, будучи опытным и сильным хищником, сразу пришел на помощь своему молодому собрату. После напряженной схватки молодой лев все-таки выбрался на берег, но его старший сородич на некоторое время исчез из виду. Туристы, наблюдавшие за этим эпизодом, испугались и подумали, что старший лев погиб. Однако, как выяснилось позже, бывалый хищник сумел выбраться на другой берег целым и невредимым, несмотря на нападение крокодила. К сожалению, этот момент не был заснят на видео. Кобра против льва.
Это видео демонстрирует поистине удивительное столкновение между двумя опасными хищниками. Африканской коброй и львом, которые, несмотря на свои размеры и способности, оказались в неожиданных обстоятельствах. Противостояние между этими животными заставляет задуматься о том, как природные инстинкты и уникальные способности каждого из них могут привести к драматическим результатам. Лев, известный как царь зверей, вооружен невероятной физической мощью. Его мощные лапы и острые зубы делают его одним из самых опасных хищников на планете. Противоположность ему кобра, хотя и значительно меньше по размерам, не менее опасна. Ее ядовитый укус может привести к быстрой смерти даже у крупных млекопитающих, а способность плевать ядом на расстояние до нескольких футов добавляет еще одну опасность для потенциальных врагов. В описанном инциденте лев, в случае, если бы не проявил осторожности, мог бы стать жертвой смертоносного укуса змеи. Тем не менее, кобры, как правило, избегают агрессивных столкновений с более крупными противниками, применяя свое оружие лишь в случае самообороны. Они предупреждают потенциальную угрозу, раскрывая капюшон, и, если этого недостаточно, используют яд для защиты. Этот случай показывает, как важно для всех животных уметь выживать в мире, полном опасностей. Будь то огромная сила льва или смертоносный яд кобры, природа всегда преподносит неожиданные уроки о выживании и взаимодействии хищников. Схватка львов, слонов и бегемотов. В этом удивительном и жестоком происшествии, которое произошло в Южноафриканском национальном парке Крюгера, туристы стали свидетелями редкой и драматичной сцены борьбы за выживание среди диких животных. Стейн Якобсон, один из туристов, снял на видео, как 3 льва сначала исследуют территорию, а затем начинают преследовать молодого льва. Это, по мнению Якобсона, было связано с попыткой защитить свою территорию от захватчиков. Однако на пути хищников встретились не только другие львы, но и стадо слонов, которое не замедлило вмешаться в происходящее. Слоны, прогоняя львов, заставили их отступить, но это было лишь временной остановкой в борьбе. Как только львы снова начали схватку, в нее вмешались бегемоты, усиливая драму этого столкновения. Схватка продолжалась около 3 часов, и в конце концов молодого льва настигла трагедия. Взрослые самцы сломали ему хребет и оставили его умирать. Это жестокое событие стало не только зрелищем для туристов, но и примером суровости и жестокости природы, где каждый день — это борьба за выживание. Мир животных жесток. Здесь выживает сильнейший. Самые невероятные битвы с участием львов не всегда могут заканчиваться в пользу царя зверей, но от этого его значимость в животном мире не уменьшается. А теперь, друзья, я хочу сделать вам интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. А на сегодня это все. Благодарю за просмотр.